Всем привет! В этом видео я научу вас, как вязать вот такой красивый, при этом очень легкий, нежный узор крючком. Он идеально подойдет для летних изделий, таких как топы, кофточки и туники. Вязать данный узор мы будем по этой схеме. Я обязательно выложу ее во все социальные сети, чтобы вы могли скачать. Ссылочку, как всегда, вы найдете в описании к данному видео. Ну а пока давайте вернемся к нашему образцу. Плюсом данного узора является то, что он эластичный. Он тянется как в длину, так и в ширину. То есть вязание не будет стоять колом, а сядет по фигуре. Это всегда очень удобно. Но чтобы цепочка из воздушных петель, вот она внизу, не стягивала наше вязание, набираем ее или более слабо, или берем крючок побольше именно для цепочки из воздушных петель. Ну, думаю, тут все понятно. Вот, начинаем набирать цепочку из воздушных петель, кратное 9. И делаем 2 дополнительных петли. Еще раз напоминаю, что для набора цепочки возьмите крючок чуть-чуть побольше. Это очень важно. Для первого ряда делаем 3 воздушные петли подъема и в следующую петлю вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли, снизу отсчитываем 1, 2, 3, в третью петлю столбик без накида. 3 воздушные петли, снизу пропускаем 1 петлю, во вторую столбик без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 2 петли пропускаем, в следующие 2 петли вяжем по 1 столбику с 1 накидом. 3 воздушные петли, снизу пропускаем и в третью петлю вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Сейчас вместе этот ряд провяжем, я все покажу, как вяжется. В конце ряд заканчивается 2 столбиками с 1 накидом. Итак, давайте приступим. Я не буду менять крючок, а вам советую сейчас взять крючок побольше для набора цепочки из воздушных петель. Делаем первую рабочую петлю. Поскольку у нас узор кратен 9, то набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот так по 9 петель набираем необходимую длину цепочки. Важно, чтобы цепочка была не стянута, не тугая. Вот у меня она, видите, немножко тугая, потому что я использую тот же крючок, которым и буду вязать. А вы возьмите крючок побольше и вяжите такую слабую, немножко растянутую цепочку. В дальнейшем нам это пригодится, потому что сам узор тянется. Когда вы набрали необходимую длину, я сейчас вяжу небольшой узор, обязательно кратное 9, помните, что мы набираем по 9 петель. Делаем в конце еще 2 петли. 1, 2. Вот посмотрите, первая и вторая петля. Отмечаем пальцем. Можно взять булавочку, вторую петлю от крючка. Я вот пальцем просто отмечаю, и в нее мы будем вязать. Приступаем к первому ряду. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И в эту петлю, которую я отметила пальцем, она, кстати, 5 от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. В эту петлю вяжем столбик с 1 накидом. Накид, заводим крючок. Не за одну нить я всегда советую, потому что эти нити всегда вытягиваются. А заводим крючок, захватывая 2 нити у воздушной петельки. Вот, надеюсь, видно. И провязываем столбик с 1 накидом. Далее 3 воздушные
петли. 1, 2, 3. Снизу пропускаем 2 петли и в третью будем вязать. 1, 2, 3. В третью петлю также захватывая 2 нити, заводим крючок. Вот тут видите 2 нити. И провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 1 петлю снизу. И в следующую заводим крючок. И провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Делаем накид, отсчитываем. 1, 2, 3. В третью воздушную петлю заводим крючок за 2 нити. И провязываем 1 столбик с 1 накидом. Накид в следующую петлю также провязываем 1 столбик с 1 накидом. Очень важно правильно связать первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В третью петлю провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Так. 1, 2. Во вторую петлю провязываем столбик без накида и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Отсчитываем 1, 2, 3. В третью петлю провязываем первый столбик с 1 накидом. Накид. В следующую петлю второй столбик с 1 накидом. Поглядите, что получается. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем снизу 2 петли. 1, 2. В третью заводим крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем 1 петлю. Так. Вот, 1 петлю пропускаем, а в следующую заводим крючок, провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. 1, 2, 3. В третью петлю провязываем первый столбик с 1 накидом. Накид. В следующую петлю провязываем столбик с 1 накидом. Вот какой первый ряд. Первый ряд всегда вязать немножко неудобно. Потерпите. 3 воздушные петли. Опять отсчитываем. 1, 2, 3. Столбик без накида. 3 воздушные петли. 1 петлю пропустили, во вторую провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Накид 1, 2, 3. С третьей петли начинаем провязывать первый столбик с накидом, в следующую петлю второй столбик с накидом и 3 воздушные петли. Так довязываем ряд до конца. 1, 2, 3. В третью петлю столбик без накида, 3 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю столбик без накида, 3 воздушные петли. Заканчиваю вязание. Вы сейчас можете нажать на паузу и довязать. В конце должно остаться 1, 2, 3,
4 петли, это важно, значит мы ничего не пропустили. Заводим крючок в третью петлю и провязываем первый столбик с одним накидом. Накид, заводим крючок в крайнюю петлю и провязываем финальный столбик с одним накидом. Все, первый ряд готов. Давайте разберем новый ряд. 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом. Затем под цепочкой 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли. Здесь под цепочкой вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли. Опять под цепочкой 2 столбика с накидом, еще 2 столбика по одному столбику в каждую петлю и 2 столбика под цепочкой, 3 воздушные петли. Столбик без накида, 3 воздушные петли, 6 столбиков с одним накидом, под цепочкой в каждую петлю и под цепочкой. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, 6 столбиков с накидом и так далее. Довязываем до конца. В конце должно быть 4 столбика с одним накидом. Давайте свяжем этот ряд. Итак, 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем наше вязание. Делаем накид на крючке и заводим крючок в вершинку второго столбика за обе стенки. Вот. Провязываем столбик с одним накидом. Далее накид и под цепочкой из воздушных петель, прям под цепочкой, провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В серединке у нас цепочка. 1, 2, 3. Вот она, в серединке цепочка. Под ней провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Накид, под цепочкой провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, накид, 2. Затем по одному столбику в каждую петлю. Накид, крючок заводим за обе стенки. Первый столбик, накид, второй столбик и опять под цепочкой провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот у нас 6 столбиков получилось. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим вторую цепочку посерединке, под ней делаем столбик без накида. 3 воздушные петли, накид, под цепочкой провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь по одному столбику в каждую петлю. 1, 2 и 2 столбика под цепочкой из воздушных петель. 1, 2. Поглядите. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под второй цепочкой, вот она, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли.
Делаем снова накид, под цепочкой провязываем 2 столбика с одним накидом. Теперь по одному столбику в каждую петлю накид, 1, 2, и еще раз под цепочкой 2 столбика, 1, 2, 3 воздушные петли. Не торопимся, вяжем в том темпе, который вам удобен. Сейчас вы можете перемотать видео назад и продолжить вязать вместе со мной. Или нажать на паузу и провязать этот ряд до конца. А как его заканчивать, я сейчас покажу. Провязываем 6 столбиков с одним накидом. 2 под цепочкой, 2 вершинки столбиков предыдущего ряда, 2 под цепочкой. 3 воздушные петли, столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, накид под цепочкой. 2 столбика, 1, 1. И у вас должно остаться всего 2 столбика. Вершинку провязываем первый столбик с накидом. И теперь в первую петлю от крючка это 3-я воздушная петля подъема. Вот она. В эту 3-ю воздушную петлю подъема провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш готов. Полюбуйтесь. Ну а продолжим вязание мы уже во второй части. Там мы полностью довяжем весь узор, чтобы у нас получилась вот такая красота. Спасибо, что вязали вместе со мной. Не забывайте подписываться на канал и пишите в комментариях, все ли вам понятно, успеваете ли вы вязать в таком темпе. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!